Всем привет, вы на Флагман Шоп, и с вами Евгений Чертенков. Итак, ребята, у меня отличная новость для тех рыбаков, которые по тем или иным причинам не очень любят вязать поводки, либо не умеют просто-напросто вязать поводки с лопаткой. Вот специально для этих рыбаков компания Флагман выпустила готовые поводки для фидерной матчевой ловли из линейки Pro. Именно сегодня мы и поговорим о них. Итак, серия готовых поводков для фидерной матчевой ловли Pro. Значит, идет вот такая вот симпатичная упаковка, картонная, довольно-таки удобная, в которой расположено 7 готовых уже привязанных поводочков. Все упаковки маркированы, и вы спокойно можете увидеть, под какую рыбу рассчитан данный поводок. Как я уже говорил, количество поводков 7, длина поводка идет 90 сантиметров, но, разумеется, при надобности вы сможете его себе укоротить. Поэтому сейчас давайте пройдемся по моделям, которые присутствуют в этой линейке. И первая модель, с которой я вас хочу познакомить, это поводки, рассчитаны для ловли леща. Сейчас мы откроем и посмотрим, как выглядит крючок. Смотрим, в принципе, идет такой довольно-таки стандартный лещевый крючок, он не очень тонкий, такая довольно-таки толстая проволока для того, чтобы крючок не разгибался. Плюс он идет немножко приплюснутый посередине для того, чтобы не резал вашу наживку. В принципе, для тех людей, которые ловят леща на реке, либо на стоячем водоеме, на матч, либо на маховую удочку, данный поводочек тоже отлично подойдет. Следующие поводки рассчитаны для ловли на мотыля, поэтому называется Bloodworm. Ну тут, как говорится, разумеется, крючок очень тонкий, очень аккуратный. Специально сделан с удлиненным цевьем для того, чтобы вы смогли надеть нормальное количество мотыля на этот крючок. Поэтому данный крючок отлично подойдет для ловли весной, осенью и также летом, если вы действительно ловите на насадочного мотыля. Следующие поводки, с которыми я вас хочу познакомить, это поводки, рассчитаны для ловли плотвы и подлещика. Здесь, в принципе, идет такой, в моем понимании, универсальный крючок. У него не очень длинное цевье такое стандартное, не очень широкая подъемная часть. В принципе, такой стандартный универсальный крючок для ловли любой рыбы. Толщина самой проволоки тоже такая не очень тонкая, не очень толстая. Но еще раз говорю, хороший универсальный крючок, который подойдет под любую насадку, и под опарыша, и под кастера. Можно на нем делать бутерброды, мотыль с опарышем. В принципе, отличный стандартный крючок. Следующий у нас на очереди поводки под названием Магот и Ворм. То есть, как вы сами понимаете, данный крючок рассчитан для ловли на червя и на опарыша, либо на бутерброд. Здесь уже, как вы сами понимаете, крючок идет довольно-таки толстый, потому что обычно на бутерброды клюет крупная рыба. Во-вторых, крючок идет стандартным цевьем, но с очень широкой подъемной частью. Сами понимаете, красный червь, насадка довольно-таки крупная. Для того, чтобы вы смогли спокойно одеть 2-3 червяка и все это еще сверху закрепить опарышем, вот именно для этих целей и сделан такой крючок. Крючок, в принципе, остроты отличный, поэтому для ловли хорошей крупной рыбы на бутерброд он отлично подойдет. Следующая модель, с которой я хочу познакомить, называется Carp F1. F1 это, в принципе, всемирно признанная маркировка не крупного карпа до 3 кг. Вот именно для этих целей и рассчитан такой крючок. Разумеется, у него идет совершенно стандартная карповая форма. Он такой, как вы сами видите, немножко закругленный, небольшое цевье, довольно-таки широкая подъемная часть и жало немножко повернуто к цевью, для того, чтобы во время поклевки карп не чувствовал острие крючка. Поэтому все любители некрупного карпа на фидер и на матч, обратите внимание на данные готовые поводки под названием F1. Следующая модель готовых поводков называется Карасиус. Сами понимаете, эти поводки рассчитаны для ловли карася. Давайте посмотрим крючок, который представлен на этих поводках. Для карася мы решили все-таки поставить крючок такой очень необычной формы. Он очень похож на крючок L-Round. У него идет довольно-таки длинное цевье, очень узкая подъемная часть. Это обусловлено тем, что у карася небольшой рот, такой немножко вытянутый, и очень широкие крючки для него не очень подходят. Поэтому все любители карася флетом, матчем, маховой удочкой, обратите внимание на данные поводки. Они действительно рабочие, проверены и хорошо засекают карася.
Ну и последние поводки в нашем сегодняшнем обзоре, они идут из другой линейки, это линейка Эко Classic. Но я решил их совместить с нашим обзором, потому что у них очень схожие упаковки, для того, чтобы уже под один этот крючок не снимать обзор. Итак, Эко Classic — это в принципе стандартный любительский крючок для любых условий рыбалки на фидер, матч или поплавочную маховую удочку. Крючки идут довольно-таки толстые, крючки идут уже не с лопаткой, а с ушком, и имеют такую, в принципе, стандартную форму. Цевье немножко загнуто к жалу, стандартная длина цевья, стандартная подъемная часть. В общем, ребятки, для начинающих универсальный крючок под названием Эко Classic, то, что надо для того, чтобы попробовать себя в рыбалке фидерной или матчевой. Итак, что еще хотелось сказать по готовым поводкам серии Pro. Ну, во-первых, ребятки, они все представлены в широком ассортименте. Я вам показал буквально по одной упаковке, но поверьте, поводков готовых огромное количество. Представлены они на разных крючках, на разных толщинах лески. Поэтому выбирайте тот крючок, который вам нужен, выбирайте ту толщину, которая вас устраивает лески, и под ту рыбу, которую вы хотите поймать. Как я уже говорил, разумеется, длину поводка вы можете себе варьировать, но мы решили сделать стандартную длину 90 сантиметров. Поэтому, ребятки, кто не очень любит вязать поводки, кто не умеет вязать поводки с лопаткой, или просто кому лень это делать, допустим, такой человек, как я вам честно говорю, я не очень люблю вязать поводки, обратите внимание на готовые поводки серии Pro для фидерной и матчевой ловли. Я надеюсь, мой сегодняшний обзор был интересен для вас. Ставьте все лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Жека Чертенков. До новых встреч!